Всех приветствую! У меня вот такие шикарные крупные шампиньоны. Смотрите, они какие прям вот на руке, да? Буду готовить фаршированные постные шампиньоны. Давайте сделаем это вместе. Для этого я уже порезала лук, подготовила морковь. И сейчас из шампиньонов буду удалять ножки. Это будет первая такая процедура, с чего мы начинаем. Ножки положила обжариваться на растительном масле на горячей сковородке. Ой, не ножки, а шляпки. Шляпки положила обжариваться, чтобы они такие, прижаристые стали. А сама тем временем порежу мелко ножки и начну готовить фарш для фаршировки шляпок. Итак, с одной стороны шляпки уже поджарились. Видите, какие румяные стали. Переворачиваем их и обжариваем с другой стороны. Тем временем я разделила лук. Вот здесь у меня пол луковицы и здесь у меня пол луковицы вместе с мелко порезанными ножками от шампиньонов. Шляпки зарумянились и с другой стороны. Какие симпатичные. Пока временно их снимаю. На сковородку выложила лук с порезанными ножками. Сюда же добавляю пару ложек заранее сваренного риса. Чуть-чуть соевого соуса. И молотого мускатного ореха. Немножко солю. Пусть вас не смущает, что здесь соевый соус. Его мало, он как оттенок вкуса. Соли он практически не дает. И пока у меня здесь все это немножко тушится, я потру морковку. Начинка для фарширования грибов у меня готова. Это у нас постное блюдо, да, поэтому у меня все без мяса происходит. Теперь я начинаю обжаривать морковку. И оставшуюся половину луковицы. У меня большая луковица была, поэтому половина ее такого приличного размера. Сюда же нарезаю один стебель стеблевого сельдерея. И отправляю его к морковке. Добавляю еще порезанный один помидорчик. Все перемешиваю и тушу до готовности овощей. Добавляю к пережарке копченую паприку молотую. Вообще постные блюда нам нужно, да, расцветить специями, то есть придать им, более, такой, скажем, букет вкуса. Именно поэтому вот сюда мы добавили копченую паприку, сюда мы добавляли соевый соус и мускатный орех. И сейчас будем фаршировать шампиньоны шляпки. Еще перчика. И посолила я. Ну вот, смотрите, у меня тут обжарилось. Сейчас я добавляю водички и тушу. Ох, чайник красавчик. Знает свое дело. Шампиньоны, кстати, вот выделили сок такой. Можно его сюда же слить. Шампиньоны тоже немножко солю внутри шляпки. Кому не нравится, что у меня много соли, вы, конечно, просто можете не солить, например. И дальше беру ложкой, вот так вот аккуратненько фарширую наши шляпки. Поджарка у меня готова, овощи в ней мягкие. Перекладываю ее в емкость и сейчас буду разбивать блендером. Блендером работаю в раковине, чтобы у меня брызги не летели. В принципе, можно этого и не делать, да. Но просто в этом случае у нас получится такой однородный соус. Вот такая получилась вкуснятина, похожа на кабачковую икру. И вы знаете, за счет копченой паприки у нее совершенно удивительный вкус. Если вы не пробовали копченую паприку, я вот прям вам рекомендую. А поскольку в постной кухне, да, мы не можем использовать там ни сыр, ни мясо, что
ну, придало определенный аромат нашим блюдам, поэтому мы с вами используем различные специи. Теперь я выкладываю шампиньоны на сковородку, заливаю соусом. И поскольку здесь у нас практически все готовое, нужно, чтобы они потушились, ну вот прям немножко вместе под крышкой. Если густо получилось, добавьте немножко водички. Все-таки вот консистенция должна быть такая, как у соуса, да, а не как у пюре. Так что накрываем крышкой и тушим прям, видите, такая ручка, которая отщелкивается. И тушим минут 10, просто для соединения вкусов. И чтобы прогрелись шампиньоны. Смотрите, какая интересная ручка. Видите? Вот. Очень, кстати, удобная крышка. Недавно такую купила. Прошло 10 минут. Шампиньоны готовы. Давайте будем их сервировать. Вот какая получилась красота. Ну, видите, я сверху выложила это наше пюре, соус. В принципе, можно этого не делать, но мне кажется, так будет вкуснее. Украшу зеленью. Рецепт этот был мною придуман по ходу, пока я вам его снимала. Сняла я это в реальной жизни. Я сейчас готовлю для своей семьи ужин. Вообще снимать изначально не хотела. Решила, что я устала снимать, но потом поняла, что не могу пропустить и не показать вам такое интересное постное блюдо. Мне кажется, получилось очень красиво. Не сомневаюсь, что очень вкусно. И сейчас мы с вами попробуем. Давайте отрежем кусочек. Шампиньоны мягкие. Все получилось сочное. Начинка сама по себе была очень вкусная. Я ее пробовала. Вот видите, тут и рис, и лук. И за счет того, что у нас внутри мускатный орех, он усилил вкус и риса, и лука, который там, да, и самих грибов. Вот, и давайте, наверное, еще подливки. Вот, добавим сюда подливки, чтобы подливка попала на грибочек. Вот так вообще замечательно. Вот. Ну, давайте я попробую. Немножко остыло вроде. Очень вкусно. Реально вот сочно. Знаете, часто бывает, когда грибы запекаешь в духовке, они подсыхают. Здесь такого нет. То есть, мне кажется, знаете, что важно? Сохранился и, более того, стал ярко выраженным вкус самого шампиньона. Это тоже достаточно сложно его сохранить, да, при изготовлении фаршированных грибов, вот. А здесь вкус шампиньонов усилился вот этим пережаренным луком, который внутри, мускатным орехом, а то, что все это у нас в овощной заливке с копченой паприкой, это еще все подчеркнуло. Ну, в общем, потрясающе получилось, я вам советую это блюдо. Подписывайтесь на канал, делитесь рецептом с вашими знакомыми, кто любит постную или вегетарианскую кухню. Но на самом деле, если вы в фарш добавите мясо изначально, да, когда мы делали пережарку риса, лука и ножик от шампиньонов, если туда фарш добавить, то получится вообще. Ну и в конце можно, когда это не постное блюдо, посыпать сыром в конце, да, в самом уже, когда у нас все с вами потушилось, еще посыпать сыром, крышечкой накрыть, он расплавится и будет вообще изумительно. С вами была Таша Муляр, подписывайтесь на канал и до встречи в новых выпусках. Пока-пока. Приятного аппетита!